Дисплей 16 дюймов, 16:10, разрешение 3072 на 1920 пикселей. Надежная IPS-матрица, проверенная уже временем, ретина, глянцевое покрытие. Частота обновления экрана, друзья, здесь 60 Гц, HDR нет. Дисплей не поддерживает технологию адаптивной синхронизации. Согласно спецификациям производителя, максимальная яркость дисплея составляет 500 кандел на квадратный метр. Но если верить показаниям спектрофотометра X-Rite i1 Pro 2, в реальности такой уровень наблюдается только по центру панели. Равномерность распределения подсветки составляет 85%, а в среднем предельная яркость насчитывает только 477 кандел на квадратный метр. Максимальная яркость достигается только с помощью автоматических настроек в режиме яркого солнца. Самостоятельно пользователь не сможет увеличить яркость дисплея на максимум до значения 500 кандел на квадратный метр. Уровень черного на уровне нормы 0,39 кандел на метр квадратный. Контрастность дисплея MacBook Pro 16 дюймов составляет 1331 к 1. В целом дисплей MacBook Pro 16 дюймов на одном уровне с предшественником MacBook Pro 15 дюймовым 2018 года. Утечки подсветки отсутствуют, сигнала шим, то есть прямоугольных импульсов, нет, подсветка экрана мерцает с частотой 131 700 Гц. Это очень высокая частота, друзья, поэтому на большую часть всех пользователей модуляция никак не повлияет и будет полностью комфортно работать на данном дисплее. Экран прогибается и царапается, так что обязательно, еще раз напоминаю, пленку на экран или прокладку между клавой и экраном для защиты покрытия. Также в целях профилактики информирую вас, что данный экран имеет антибликовое покрытие и его нельзя протирать салфетками на основе спирта. Покупайте специальные салфетки для ТВ и мониторов. И на этом пункте, друзья, не экономьте. Засветы на экране практически отсутствуют. Тут, друзья, скажу так, IPS-матрица тут эталонного качества. Блики и яркость на солнце демонстрирую вам воочию. Результат не лучший, но один из лучших. Отличные углы обзора с минимальным искажением цветового пространства. IPS-матрица MacBook, этим все сказано. По данному пункту вопросов точно нет. В дисплее MacBook Pro используется цветовое пространство DCI P3. Согласно показателям в ПО Calman Ultimate со спектрофотометра, который делал замеры в данном цветовом пространстве, результаты следующие. Итак, Apple, как мы знаем, по-прежнему калибрует дисплей на заводе. Но все же у MacBook Pro 16 дюймов цветопередача не настолько точная, как у предшественника MacBook Pro 15 дюймов 2018 года. Уровень Delta E у новой модели ужасно низкий по оттенкам серого, но вот коричневый и оранжевый тона выбиваются за границы целевого диапазона. Короче, чтобы не грузить всех сложной терминологией, подарочек всем существующим или будущим владельцам MacBook Pro 16 дюймов от Ястреба. Чтобы получить откалиброванный профессиональным прибором цветовой профиль в формате ICC и с покрытием цветового охвата DCI P3 и sRGB на полную катушку, или простыми словами получить идеальный цветовой охват для профессиональной обработки фото и видеоматериалов, вам необходимо по ссылке в описании скачать данный файл. Потом перейти в Finder, выбрать в верхнем меню вкладку «Переход», далее выбрать переход к папке, вставить следующий текст. По факту путь должен получиться вот такой. После чего просто перемещайте в данную папку скачанный файл, и все готово. Теперь осталось зайти в настройки, далее в мониторы, далее выбрать вкладку «Цвет», и там появится профиль монитора MBP 16 i1 Pro, где MBP это MacBook Pro 16 дюймов, а i1 Pro это аппарат, которым производили калибровку. Вдруг вы захотите в будущем себе такой купить. Вот и вся настройка. Теперь просто левой клавишей мышки щелкаете по нему, и у вас автоматически дисплей работает с данной калибровкой. В случае, если вам не понравится, вы всегда можете переключиться на другой профиль или удалить существующий. Теперь у вашего экрана по-настоящему профессионально откалиброванный цветовой профиль DCI P3 и sRGB, и вы можете заниматься по полной фото и видеообработкой. В общем, теперь ваш экран эталон цветокоррекции. Время отклика. Не путать с input лагом.
Итак, на что влияет время отклика? Оно показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Медленное время отклика может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлению теней или размытости. В общем, это очень важный параметр для подвижных сцен в фильмах и, конечно же, в наших любимых играх. Input lag же это время реакции контроллера управления до действия на экране. Поэтому и говорю, не путать именно с ним. Итак, начнем и перейдем к тестам. Перемена цвета пикселей черный-белый, белый-черный составляет суммарно 34,9 миллисекунды. О май гад, это очень медленно. На рынке так-то, друзья, есть уже экраны с откликом 0,8 миллисекунды. Ладно, успокаиваемся, идем дальше. Перемена цвета пикселей: серый 50%, серый 80% и обратно серый 80%, серый 50%. Суммарно 52 миллисекунды. 52, Карл! Это очень долго. На рынке по данному параметру это одна из низших ступеней оценки. Есть экраны с этим откликом по данному тесту 0,9 миллисекунды, а тут 52 миллисекунды, почти в 50 раз дольше. Короче, друзья, можно сказать чисто по-русски, это один из самых тормознутых экранов, которые есть на рынке. Даже взяв самый простой монитор с отвратительным откликом экрана для игр в 10 миллисекунд, вы офигеете от разницы времени отклика по сравнению с MacBook Pro 16 дюймов. В данном вопросе Apple сделала все, чтобы вы на данном компьютере не смогли играть. Дисплей заточен на профессиональную работу, но готов поставить чеканную монету, что в следующем MacBook Pro будет дисплей с гораздо лучшим временем отклика, и все будут его сравнивать с временем отклика MacBook Pro 16 дюймов. Также есть подозрение, что Apple сделала это намеренно, чтобы увеличить продажи будущих Mac. И возможно, также сделала специально, чтобы люди не играли на данном компьютере, а работали, так как компоненты во время игр нагреваются здесь чуть выше нормы. Ах, Apple, бессердечная ты сучка. Иногда ты за пользователей все решаешь сама, как лучше, чтобы сохранить жизнь своего железа. Но факт, друзья, остается фактом. Отклик здесь просто тормозной. И это, друзья, чувствуется. Особенно, если вы поставите темную тему в macOS и начнете работать с деталями. Это просто кошмар. Это надо же так уметь угогошить дисплей, который имеет прекрасную цветопередачу, и сделать его абсолютно тормозным. Но добавлю также и вторую сторону монеты с субъективной точки зрения игр. Я проиграл под виндой в игры больше 2 недель. Тормознутый дисплей действительно ощущается, и в игре он размывает некоторые объекты, но не критично. На результат это не влияет. Вы просто привыкаете. Вам будет тяжело привыкать вновь и вновь, если вы будете подключать к своему MacBook Pro 16 дюймов внешние мониторы и телевизоры. Но даже там уже нет таких таймингов по времени отклику. Ну а если вы будете работать только за MacBook, вы уже привыкнете за 2 часа и забудете про время отклика дисплея. Так что дисплей получает оценку 7 из 10 и минус 3 балла только из-за скорости отклика. Да, друзья, это чувствуется и ощущается. MacBook Pro 16 дюймов имеет один из худших экранов на рынке по скорости отклика дисплея. И если действительно для вас этот параметр важен, идите в магазин Apple, открывайте системные настройки и покрутите окно с настройками в темной теме по часовой или против часовой стрелки. Я вас уверяю, вы офигеете. Искренне надеюсь, что Apple сделала это намеренно, чтобы люди не играли и не перегревали внутренние компоненты компьютера, так как в данном компьютере они выходят немного за норму допустимых диапазон. Ну, в общем, друзья, все очень просто. Дисплей под игры и под мощные динамичные сцены в кино не заточен. Блок 8. Производительность процессора и видеокарты. Итак, начнем с сердца любого компьютера, это процессор. Здесь у нас установлен Intel Core i9-9880H. Это 8-ядерный процессор с поддержкой гипертрейдинг, что в свою очередь дает 16 потоков и уже есть в составе MacBook Pro 15-дюймового 2018 и 2019 годов выпуска. Данный процессор имеет 16 мегабайт памяти 3-го уровня. Этот чип основан на архитектуре Coffee Lake и производится
по 14-нанометровому техпроцессу, а представлен был еще в третьем квартале 2017 года. Рабочая частота варьируется от 2,3 до 4,8 ГГц. Тем не менее, максимальная частота достигается только с помощью принудительного повышения турбочастоты. Но давайте перейдем к сути. Система охлаждения настолько улучшена в новом MacBook Pro 16 дюймов, что пользователи, которые заказали индивидуальную комплектацию MacBook Pro 15 2018 и 2019 годов выпусков с процессором Intel Core i9-9980HK, который дороже и мощнее Intel Core i9-9880H, сейчас испытают недовольство, так как старенький и младший процессор 9880H с новой системой охлаждения MacBook Pro 16 дюймов опережает по производительности все MacBook с процессором 9980HK в предыдущих поколениях MacBook. Более того, этот факт учитывается и в краткосрочных задачах, и в долгосрочных процессах продолжительностью от 1 часа активной работы. В данном случае процессор остался тот же, а система охлаждения стала прокачанней, и это дало свой весомый результат. Система охлаждения является самым сильным преимуществом MacBook Pro 16 дюймов, поэтому процессоры наконец могут использовать по полной турбобуст и могут выдавать гораздо больше производительности в нужных вам задачах, особенно в долгосрочных. На данный момент MacBook Pro 16 дюймов имеет самые мощные процессоры из мобильного сегмента Mac. Чтобы проверить, как справляется с задачей данный процессор, я загрузил его по полному и хочу вам его продемонстрировать. Но также напоминаю, что максимальную эффективность процессоров и видеокарты можно достичь только при условии подключенного оригинального зарядного питания. От батареи MacBook выдает меньше производительности. Итак, я использовал программу Logic Pro в работе именно процессора. Данный MacBook Pro 16 делает 50 дорожек с эффектами моего личного теста. С 51 дорожки уже встает в ступор. Для сравнения, Mac Mini 2018 года с максимальным 6-ядерным процессором и 32 гигабайтами АЗУ делает 42 дорожки данного теста. На видео MacBook затупил уже на 47 дорожке, так как одновременно велась запись экрана. При отсутствии записи справляется с натягом в 50 дорожек и с комфортом 48. В описании под роликом будет ссылка на проект Logic Pro. Можете проверить свой Mac по производительности. Тест, конечно, специфический. Реально люди, которые работают со звуком, чудить так, как я, не будут. Но для проверки процессора мне нужно было что-то придумать, чтобы нащупать его потолок. Если у вас выскакивает табличка и воспроизведение останавливается, просто удаляйте по одной дорожке, чтобы нащупать свой потолок процессора. Что же касается процессора в данном MacBook, результат, я считаю, достойный. Даже очень. Процессор с данными задачами справляется на отлично. Одно пожелание, наверное, для звукарей и всех, кто работает со звуком. Для комфортной работы со звуком на 5-7 лет вперед лучше обзавестись моделью с минимум 32 гигабайтами оперативной памяти, так как это ощущается и в Logic, да и в системе в целом становится работать более комфортно. Но также не хочу осквернить 16 гигабайт оперативной памяти, так как за время тестов не было лагов или резких прерываний в работе, тоже ничего не ощущалось. 32 гигабайта это скорее рекомендация, а не призыв к обязательному оснащению компьютера. 16 гигабайт хватает, и Apple не просто так комплектует старшие версии MacBook'ов минимальной планкой в 16 гигабайт. Теперь, что касается тротлинга процессора. Также коснемся, давайте и его. Если нагружать только процессор в режиме теста Prime 95 или другими тестами, то температура процессора не поднимается в среднем выше 82-83 градусов. Это прекрасные показатели. Да, температура может подниматься кратковременно до 99 градусов, но после включения турбосамолета системы охлаждения температура тут же опускается. Процессор здесь мощный, и система охлаждения его вытягивает. Только есть и обратная сторона медали. Если под мощные задачи включается и процессор, и видеоядро одновременно, то идет просадка по всей производительности. Я одновременно тестировал в двух бенчмарках Cinebench 20
20 и вали. И у меня производительность процессора, как и видеокарты, просела в 2 раза, а то иногда и в 3 раза проседала при работе от батареи. И частота центрального процессора упала до 1,7 ГГц, и скорость видеокарты сократилась вдвое. А также неприятный нюанс с температурами на аккумуляторе. В таком стресс-тесте температура вышла за порог 41 градус. Это уже красная линия для аккумулятора. Если видеокарта и процессор смогут спокойно выдержать температуры до 40 и 60 градусов, то литий-полимерный аккумулятор таких температур не выдержит и будет стремительно терять емкость, а с уменьшением емкости будет падать и общая производительность от батареи в будущем. Поэтому, друзья, в сложных стресс-тестах ваша задача контролировать температуру аккумулятора и при необходимости, напомню, принудительно увеличивайте скорость вращения кулера. Это позволит увеличить срок жизни вашего MacBook. Я на этом не остановился. Мне было интересно, если система так работает с питанием от батареи, то что будет происходить с температурами на батарее, если подключить электропитание? Батарея с моим проведением такого же мощного часового стресс-теста, а напоминаю, именно столько и продержался MacBook от батареи, температура не поднималась выше 34 градусов на батарее. А это уже отличный результат. Это говорит о том, что система не задействует аккумулятор и батарея не стареет. Так что в сложных проектах старайтесь держать MacBook на зарядке. Так вы сохраните ему жизнь. И также продемонстрирую подтверждение своих слов, что MacBook режет производительность при одновременном тесте на центральный процессор и видеокарту. Сейчас я отключу нагрузку на видеокарту и посмотрите, что происходит с процессором. Скорость центрального процессора резко устремилась вверх. Энергопотребление тоже пошло вверх. Температура начинает подниматься вверх за скоростью. Сейчас система охлаждения ее успокоит. И что мы видим? Энергопотребление увеличилось в 2 раза и может достигать уже у данных компьютеров до 75 Вт. Но при мониторинге системы мы также замечаем, что несмотря на то, что MacBook подзаряжался от электросети, MacBook выше 88 Вт не поднимается. То есть еще есть запас в 10 Вт, система охлаждения работает на полную, температурный буфер есть как у процессора, так и у всех остальных элементов системы, но скорость и производительность повышаться не хочет. Какой можно здесь подвести результат? Если вы хотите достигнуть максимальную производительность процессора в ресурсоемких приложениях, то вам необходимо использовать сторонний софт, к примеру, Turbo Boost Switcher. Он позволит вам увеличить принудительную скорость работы процессора, либо любой другой софт, который может увеличить Turbo Boost процессора. Ну, а заключение по процессору простое. Мощный, крутой, но ограниченный в macOS. Система как будто боится давать ему большую производительность и приходится делать все своими ручками принудительно.